Привет, ARMY. Вы когда-нибудь представляли, что за веселым смехом, игривыми подколками и теплой дружбой, которые мы видим на камеру, может быть, скрывается что-то еще? Что-то более глубокое. Что-то скрытое. Секрет, настолько тщательно оберегаемый, что лишь немногие люди в очень узком кругу имеют право знать правду. Потому что иногда то, что мы видим, это лишь поверхность. А под этой поверхностью скрывается история гораздо более эмоциональная, гораздо более сложная и гораздо более реальная, чем мы когда-либо ожидали. На этот раз эта история приводит нас к одному имени. Пак Хён Сик. И что он может знать о Чингуке и Ви из BTS? Южнокорейский мир развлечений снова потрясен. Но не скандалом, не противоречиями, не слухами, созданными для заголовков. Вместо этого все началось с чего-то более тихого. Признание. Мягкого. Неожиданного. Почти случайного. И все же достаточно сильное, чтобы в одночасье погрузить миллионы фанатов в спекуляции. Годами публика наблюдала за дружбой между Ким Тэхёном, известным во всем мире как Ви, и Чингуком, самым младшим участником BTS. Мы видели их улыбки, их игривые ссоры, их ночные прямые эфиры, их тихие взгляды. Моменты, которые казались естественными, непринужденными, чистыми. Большинство людей просто называли это дружбой. Но что, если она была гораздо сложнее? Что, если была сторона, которую нам никогда не суждено было увидеть? В центре этой разворачивающейся тайны стоит команда УГА. Элитный круг друзей. Группа, известная своей преданностью, доверием, защищая друг друга несмотря ни на что. Среди них Пак Хён Сик – актер, уважаемый не только за свой талант, но и за спокойную зрелость. Многие описывают его как старшего брата, защитника. Тот, кто тихо наблюдает за всеми остальными. Именно поэтому, когда он говорил, люди слушали. Все началось во время обычного интервью. Ничего особенного. Просто очередная рекламная кампания. Свет в студии был ярким. Персонал был расслаблен. Разговор был легким и непринужденным. Они говорили о его последней дораме. О его актерском процессе. О его планах на будущее. Все казалось обычным. Пока не прозвучало одно имя. Тэхён. И вдруг он замолчал. Ненадолго. Всего на несколько секунд. Но достаточно долго. Достаточно долго, чтобы в комнате стало по-другому. Достаточно долго, чтобы воздух стал тяжелым. Достаточно долго, чтобы люди это заметили. Его глаза изменились. Появилась слабая улыбка. Неигривая улыбка. Непрофессиональная. А такая улыбка, которая хранит воспоминания. Личные воспоминания. Затем он заговорил. Осторожно. Медленно. Подбирая каждое слово так, будто оно имело значение. Он не просто сказал, что Тэхён – верный друг. Он не просто описал случайные встречи. Вместо этого он намекнул на нечто более глубокое. Он упомянул, что Чингук всегда был рядом. В каждый важный момент. В каждой решающей ситуации. Даже когда публика считала, что они находятся в совершенно разных местах. Одна только эта фраза изменила все. Потому что внезапно это перестало звучать как совпадение. Это звучало как намеренное действие. Связанное. Почти предопределенное. С этого момента фанаты превратились в детективов. Всплыли старые клипы. Пересматривались видео многолетней давности. Покадрово анализировались посты в Instagram. Тексты песен внезапно стали казаться личными.
Загадочные подписи казались скрытыми посланиями. То, что когда-то казалось случайным, теперь казалось значимым. Это было похоже на обнаружение кусочков головоломки, разбросанных годами. И теперь они постепенно складывались воедино. Затем Хён Сик поделился историей. Момент закулисья с церемонии награждения много лет назад. Никаких камер. Никаких репортеров. Никаких вспышек. Только они втроем. Он описал, как стал свидетелем чего-то редкого. Чего-то почти невозможного в индустрии, построенной на имидже и профессионализме. Это была не просто командная работа. Это была не просто поддержка коллег друг другом. Это была солидарность. Невысказанное понимание. Связь настолько естественная, что не нуждалась в объяснении. Он сказал, что это ощущалось по-другому. Более эмоционально. Более лично. Более реально. И тогда он понял, их связь была необычной. Затем появилась еще одна подсказка. Тихое место. Где-то на окраине Сеула. Вдали от папарацци. Вдали от шума. Место, наполненное воспоминаниями. Место, где они часто собирались. Разговаривали. Делились мыслями. Принимал решения. Хранил секреты. Он так и не назвал адрес. Но одного описания было достаточно, чтобы породить бесчисленные теории. Какие разговоры там происходили? Какие обещания давались? Какие истины скрывались от мира? Но, пожалуй, самое трогательное было не то, что он рассказал, а то, как он это сказал. Его голос смягчился, когда он заговорил о Чингуке. Он описал, как Чингук часто ищет защиты и совета у Тэхёна. Как Тэхён тихо берет на себя ответственность. Как член семьи. Не просто друг. Не просто участник группы. Семья. И внезапно образ двух мировых суперзвезд исчез. На его месте остались только два молодых человека. Уставшие. Человеческие. Иногда хрупкие. Пытающиеся выжить в мире, который постоянно следит за каждым их шагом. Это не был скандал. Это не были сплетни. Это была не драма, призванная шокировать людей. Это было нечто совершенно иное. История. Он говорил о верности. О доверии. О том, чтобы оставаться рядом с человеком, когда мир становится невыносимым. Хён Сик даже упомянул одну ночь. Ночь, когда они все собрались вместе. И между Чингуком и Тэхёном было дано обещание. Обещание, которое, по его словам, является причиной их непоколебимости. Несмотря на слухи. Несмотря на графики. Несмотря на давление. Обещание сильнее контрактов. Сильнее, чем ожидания публики. Что-то личное. Что-то священное. Он сравнил их с двумя звездами. Двумя звездами, которые должны оставаться на одной орбите. Потому что если одна из них отдалится, их вселенная рухнет. Это звучало поэтично. Но также и мучительно честно. Потому что иногда метафоры говорят то, что не могут сказать слова. После выхода этого интервью в эфир социальные сети взорвались. Хэштеги стали трендами по всему миру. Теории множились. Каждое небольшое взаимодействие становилось значимым. Каждый взгляд становился подозрительным. Каждое совпадение казалось преднамеренным. И, как ни странно, агентство хранило молчание. Никаких опровержений. Никаких разъяснений. Ничего. И это молчание только усиливало тайну. Сам Хён Сик выглядел гордым. Но и немного грустным. Как будто он понимал, насколько тяжела их ноша. Он описывал их как воинов.
стоящих на передовой славы, улыбающихся миллионам, тихо держась за руки под столом, защищая что-то хрупкое, что-то личное, от мира, который порой может быть жесток. Сила этой истории заключается не только в том, что было сказано, но и в том, что не было сказано. Паузы. Незаконченные предложения. Пробелы между его словами. Он не давал ответов. Он давал подсказки. Части. А остальное оставлял нам, чтобы мы сами прочувствовали. Потому что, возможно, некоторые истины не нуждаются в полном объяснении. Возможно, их нужно понимать эмоционально. Не логически. В конце концов, это не просто история о знаменитостях. Дело не в славе. Дело не в заголовках. Дело в чем-то невероятно простом и в то же время невероятно редком. Найти человека, которому можно полностью доверять. Того, кто останется. Того, кто понимает тебя без объяснений. Того, кто кажется родным домом. Даже когда весь мир кажется невыносимым. Теперь мир затаил дыхание. Ждет. Наблюдает. Интересуется, что будет дальше. Будет ли когда-нибудь полностью раскрыта тайна? Или она останется тихой правдой, известной только им? Одно можно сказать наверняка. Пак Хён Сик открыл дверь. И как только такая дверь открывается, ее уже никогда нельзя будет закрыть. Потому что теперь мы все это видим. Не только улыбки. Не только смех. Но глубину, стоящую за ними. И, возможно, именно эта глубина делает их связь такой прекрасной. Такой человечной. Такой настоящий. И, возможно, в этом и заключался весь секрет. Хотите внести какие-либо изменения в тон, длину или формулировки?